Вторжение демонов хаоса и прорыв через Великую Стену стало серьезной угрозой для жителей Империи Катай. Легионы Катай отступают, теряя город за городом. Шаньян стал оплотом уцелевших после смертоносных сражений с демонами хаоса. Лидер Джао Мин по прозвищу Железный Дракон спешит в Шаньян, чтобы возглавить оборону великого города, но не успевает прибыть вовремя. Хаос, неделимый под предводительством пернатого принца, уже начинает свой штурм. Гарнизону необходимо выиграть время до появления самого Джао Мина и его победоносной армии. Город не должен пасть. Воины Империи и Катай готовы отдать свои жизни. Нефритовые воины и алебарды, арбалетчики численностью в 5000 готовы дать свой отпор. Командующий воинство демонов окружает Шаньян и бросает всех своих подданных слуг хаоса в атаку. Друзья, 90% из вас смотрят ролики, что я делаю для вас без подписки. Подпишись, я тебя не разочарую. Лидер демонов хаоса привел за собой 10 тысяч тварей всех мастей. От разносчиков чумы Нургла до кровопускателей Хорна и Демоны Сланиш, а также множество прочих созданий. Сердцеголовые, чумные трутни, властители перемен, колесницы Дзинчи и Сланиш, перемалыватели душ всех 4 богов хаоса, а также чудовища по типу Кровожада, хранители секретов Сланиш, твари Нургла и великие нечистые. Вся эта погонь наводнила стены и прилегающие территории Шаньян. Защитники из последних сил пытаются противостоять отродьям хаоса, но любая попытка отбросить врага заканчивается собственным отступлением вглубь улиц Шаньяна. Численность защитников быстро сокращалась, и вот-вот доблестный гарнизон Шаньян падет. Пока защитники города сражались в улицах Шаньяна, Джао Мин со своим легионом прибыл в город, заняв свою позицию у победной точки. Железный Дракон выстроил оборону перед главной площадью Шаньяна. 5 терракотовых стражей, несколько сотен журавлиных стрелков, 4000 стражей Небесного Дракона, а также ракеты Огненного Дождя и небесные джонки, в коих засели лучшие среди журавлиных стрелков. Защитники, завидя армию Джао Мина, поспешили отступить к позициям армии лидера обороны. Однако колесницы и прочие подразделения хаоса нагоняли отступающих и зверски тех истребляли. Джао Мин дал добро своей артиллерии, град ракет устремился на бесчинствующих воинов хаоса. Некоторым защитникам удается отступить и выжить, заняв свои позиции за основными силами Джао Мина. Пернатый принц благополучно занял город и уже намеревался напасть на последний рубеж обороны Шаньяна. Джао Мин перекрыл мосты, ведущие к дворцу наместника, терракотовыми стражами и гвардией Небесного Дракона. Лидер хаоса не спешил нападать разрозненными и расформированными силами. Он призвал тварей к плацдарму у мостов. Джао Мин прекратил обстрел хаоситской армии. Видя то, как враг собирает силы воедино, намеревался он разбомбить неприятеля сразу одним выстрелом. Маг Джао Мина также накапливал силу ветров и готовился раздать по хаоситской нечисти всей своей коллекции магических атак. Лидер демонов хаоса собрал всю свою орду и восклицал речи из своего поганого клюва. Хаоситская погонь вдохновлялась и готовилась к пиру. Когда хаоситская армия набилась сполна у мостов, ведущих к резиденции, Джао Мин отдал приказ, и артиллерия, а также журавлиные стрелки на баррикадах и джонках начали вести свой обстрел. Хаоситы резво направились к позициям терракотовых стражей, стоящих на мосту. Пехота Катая и терракотовые стражи доблестно встретили хаоситскую нечисть.
Лидер демонов не спешил вводить в бой чудищ и прочую элиту, сначала в бой вступили легкие и средние твари. Несмотря на легкость боя, терракотовые воины спустя время все же начали получать первый урон. Долго эти создания не простоят. Джао Мин решает отбросить силы врага и велит страже средь пехоты оставить свои позиции и устремиться на помощь терракотовым воинам. Также Джао Мин выводит из резерва еще пару терракотовых бойцов и бросает их на мост. Нат и Принц также постепенно выводит из резерва твари средь пехоты и пополняет новыми силами разбитые подразделения, что получает колоссальный урон от терракотовых стражей. Спустя время мост начал трещать по швам от загруженности численностью хаоситских полчищ. Джао Мин дает добро своему магу устроить полный фарш из погони хаоситской, и тот раздает цепь молний и прочие заклинания. К сожалению, терракотовые стражи не справляются с натиском вражеских воинов, и один за другим начинают погибать. Пехота стражи Катая также отступает, медленно, но верно отходя к плацдарму, где размещена артиллерия и баррикады с журавлиными стрелками. Джао Мин выстраивает гвардию у выхода с мостов и готовится принять удар. Лидер хаоситской армии наконец направляет свои чудищ в бой, что устремляется к позициям воинов Катая. Также попутно сметая и свои более слабые подразделения, среди коих были разносчики чумы, демонессы и кровопускатели. Кровожад первый, кто вдарил по воинам Катая. Однако Джао Мин сразу же бросает на эту зверюгу демоническую свои элитные подразделения всадников Великого Лонма. Эти воины с кавалерийскими пиками стремительно спускаются с небес и обрушиваются на Кровожада, нанося тому серьезные увечья. Спустя время Кровожад пал, однако его жертва оказалась не напрасна для армии демонов. Мост уже преодолели воины хаоса неделимого и завязали свой бой с гвардией и терракотовыми воинами, что уцелели после боя на мосту. Серьезным противником для воинов Джао Мина оказались чудища демонов хаоса, такие как Хранитель Секретов, что, мастерски размахивая своими клинками в 3 из 4 руках, ввергал воинов Катая в ужас. И Великий Нечистый, что извергал в своей плоти смертельные яды, что пехота Катая не могла вдохнуть в себя. А также Властитель Перемен, что своей магией истощал жизни защитников на расстоянии. Перемалыватели душ тоже оказали серьезное давление на защитников, но Джао Мин, собственноручно вступив в битву, принялся извергать на неприятельскую нечисть собственные магические заклинания, и в ближнем бою ему даже удается сломать шею самому Хранителю Секретов. Лидер демонов решает вести в бой свою адскую кавалерию, однако не в лобовую, а обойдя позицию воинов Катая с фланга. Но Джао Мин позаботился и об этом. Он скрыл от врага присутствие гвардии и укрыл их у подъема флангом. Для вражеских всадников и прочих быстрых чудищ пехота Катая стала той еще неожиданностью. Теперь им было необходимо прорваться, чтобы ударить в тыл защитников. Долгие часы противостояли друг другу воины Катая и твари хаоса, однако явного перевеса у обоих из сил не было. Спустя время Джао Мин принимает облик Железного Дракона и бросается в гущу сражения, сметая одного перемалывателя душ за другим. По флангам врагу удается прорваться, однако с большими потерями. Артиллерия Джао Мина уже отступила за баррикады и готовится дать залп по врагу, что стремится в тыл. Чумные трутни по велению своего лидера нападают на артиллерию, но ее спасают ранее отступившие бойцы гарнизона, что успели перевести дух и вновь вступить в битву.
Пернатому принцу не удается провернуть свой план, и последний перемалыватель душ вот-вот падет. Лидер хаоса решает отступить с остатками сил и собрать новую армию для штурма Шаньяна, однако Джао Мин, несмотря на победу в этой великой битве, не был в силах восполнить потери и после победы решает покинуть разрушенный после осады город и отойти на другой рубеж обороны. 1000 лайков, 200 комментариев и выходит новый ролик. А также не забывайте подписываться на этот канал, так как 80% из вас смотрят ролики без подписки, ставить лайки и комментировать, а кто хочет поддержать мои старания донатом, смогут найти в описании ссылки на Donat Alerts и DonatPay. Ведь помните, все, что не делается на этом канале, делается лишь для вас и благодаря вам. Спасибо огромное, вы лучшие.